Так, ну с чего бы начать? Кажется, знаю. Испанцы! Доброго времени суток. Для начала хочу кое-что сказать вам, зрителям. Вы могли попасть сюда из разных источников, и это факт. Я лишь хочу сказать, чтобы вы не торопились выключать видео, поскольку я думаю, что это видео будет интересно не только тем, кто играет в Project Zomboid, но и тем, кто интересуется изучением языков или играми в целом. Без лишних вступлений перейдем к основной теме видео. Знаете ли вы, как быстрее всего выучить определенный язык? Правильный ответ – переехать в другую страну, в которой говорят на этом языке. Тогда у вас просто не останется выбора, кроме как начать понимать язык и разговаривать на нем. Я оказался именно в такой ситуации, но находясь у себя дома и играя в Project Zomboid. Однако обо всем по порядку. Однажды, играя в одиночную игру в Project Zomboid, я заскучал и решил поискать сервер для игры по сети. Зайдя в поиск серверов, я обнаружил, что одним из самых популярных серверов является испаноязычный сервер, где играло более 40 человек. Не могу сказать, что я свободно разговариваю на испанском. Я изучал язык в приложении Duolingo и перевел некоторые игры, которые мне нравятся, на испанский язык для практики. Me importa un carajo. Me importa un carajo. Так и запишем. Я знаю основные фразы и понимаю около половины из того, что я читаю. Так что я решил попробовать поиграть с испанцами. Но сразу на сервер я не зашел. Я включил переводчик и зашел на Discord канал сервера. Там я аккуратно поинтересовался, могу ли я поиграть на сервере, зная только основы испанского. Доброй ночи. Ищу сервер для игры, однако я не очень хорош в испанском, знаю только основы. Могу ли я с вами поиграть? Да. Завтра вайп. У тебя есть опыт игры? 536 часов. Считается? Отлично. Хочешь присоединиться к моей фракции? Да, но персонаж будет не боевой. Я смогу делать на базе все что угодно, кроме металлообработки. Как хочешь, бро. Вопрос. Ты человек спокойный? Спокойный, но опять же, я не очень знаю язык. Но я знаю английский, может быть мы виделись на официальном канале Project Zomboid в Дискорде. Потом мы обменялись приглашениями в друзья. Привет, мистер Гринго. В общем, хочешь играть с нами и принять участие в завтрашнем вайпе? Мистер Гринго, это я. В группе кто-нибудь знает английский? У нас есть еще люди или нас пока что двое? Люди еще есть. Английский не знаю. Знаю еще корейский и португальский. Получается многоязычная команда. Мы собрались в дискорде группы, где нас было 4. Поговорили о разном, обсудили первые действия после вайпа и билды персонажей. Меня даже назначили министром иностранных дел. Когда я возразил, что не знаю язык, мне объяснили, что все просто. Что-то не так? Объявляй войну. Хотя в целом мы были пацифистами. Но это зависело от ситуации. Я даже предложил, что я могу делать бомбы и делать вид, что я полностью уверен, что их используют только против зомби и плохих людей. А если мои товарищи возвращаются с огнестрельными ранениями, то они лишь защищались. Кстати говоря, моя идея всем очень сильно понравилась. План был прост. Появиться в городе Вестпойнт и сразу же забрать оружие в полицейском участке, пройдя через дверь багом. Потом мы находим машину, заправляем ее и едем в самый большой и опасный город в игре – Луисвиль, попутно заезжая в открытый оружейный магазин. Наступил день вайпа. Наш лидер нашел нам несколько человек в подмогу, чтобы осуществить наш план, и нас стало аж 8. Мы начали действовать согласно плану. Но знаете, как говорят, человек планирует, Господь смеется. Не все пошло по плану. Мы созвонились и начали играть. Я нашел основные вещи и пошел к полицейскому участку. Там мы довольно долго чистили округу от зомби и искали машину. Но не обошлось и без жертв. Mátalo. Bernardo González. Va cojo. A palo. A palo, que uno solo vaya. Joder, el PvP porque... И огня по своим. ¡Que me has disparado! Cabrón! Rosso, stop. Que tengo una bala alojada. Cabrón, que nos vamos a matar entre nosotros. No disparen más. Se desconectó. Vámonos. Espera que estoy llegando un momento. Cabrones, me había alojado una bala. Vámonos para Ну и куда же без оскорблений? Tengo ni una
Están llamando a los zombies. La estamos liando. Vámonos por el coche ya. Когда мы нашли машины, мы выдвинулись на следующую точку нашего пути. Но, конечно, не сразу. Сервер не справлялся с напором игроков и отказывался прогружаться. Когда же сервер немного стабилизировался, мы все-таки выдвинулись в путь. Но и там не все было стабильно. Из-за ошибок в работе сервера мне пришлось бежать довольно большую часть пути. И одному из нас тоже. Но если я не ошибаюсь, он сначала отключился, а потом очень глупо умер. Честно говоря, на записи я этого не нашел, но вроде как помню, что говорил ему, что это было очень глупо. Но я догнал своих новых друзей в магазине оружия. Но и тут не все было гладко. ¿Cómo coño me activo el turbete? Hostia, que lo vi. Lo vi, me está disparando. Tienen laca. Несмотря на то, что мы потеряли двоих людей, остался только я оставался в магазине и продолжал его сторожить. Однако, пришел кто-то еще. И мой дробовик заело в самый неподходящий момент. Say again, please. Ну и плюс зависание сервера, и мое неумение стреляться с игроками, все сыграло свою роль. Dice que igual que es posible que muera. Но на самом деле ничего страшного в этом нет, потому что на следующий день снова был вайп, и потом еще один. А вот третий вайп был уже гораздо интереснее, на нем мы уже поиграли хорошо. Я зашел уже после того, как ребята выбрали место для базы и добрались до него. В этот раз работа сервера сразу началась во время игровой зимы. Я появился в самом тихом городе, Роузвуде, чтобы спокойно разжиться вещами и найти машину. И именно это я и сделал. На складе близ города было несколько парковок с неплохими машинами, а ключи лежали на земле рядом. Я взял фургон, заправил его, загрузил в него вещей и выдвинулся к ребятам. Путь был не близок, но я выбрал пути, по которым почти никто никогда не передвигается, и добрался без происшествий. А мои друзья в это время завершали постройку забора вокруг базы, так что мы начали заниматься этим вместе. Мы сдружились с нашим лидером, Сигелом. Потому что совместный труд для моей пользы, он объединяет. Я пилил доски и помогал достраивать забор. Только посмотрите, как замечательно получилось. Знаете, что это? Все, это база. И это главное. Пора бы и рассказать о том, какая у нас в итоге сложилась команда. Как такового лидера среди нас не было. Руководство над фракцией и убежищем передавалось тому, кто играет активнее всех, чтобы можно было приглашать людей, если это будет нужно. Да и по навыкам не было четкого разделения, кроме того, что делал я. Зиджил или Сигил, наш лидер в начале этого вайпа и главный строитель. Именно с ним мы и строили дом. Кубинец, друг Сигела. Как нетрудно догадаться по имени, он кубинец. Надо сказать, что темперамент у него довольно горячий, что я вам еще продемонстрирую. Однако сам по себе он человек спокойный. Dark Hunter, Ривас и Dream Soul занимались всем понемногу. Лутали, потихоньку улучшали навыки и, конечно же, стреляли. Мы играли вместе, они мне нравятся и я считаю их друзьями. Даже несмотря на то, что ничего конкретного о них я сказать не могу. Позже к нам присоединился знаменитый на сервере Мистер Вест, или же Чаркович. А знаменит он тем, что ведет свою передачу на внутриигровом радио и транслирует ее на всю карту. Включает музыку и общается с людьми. Но при этом никнейм у него был другой, а имя персонажа третье. Так что с первого взгляда и не поймешь, что перед тобой стоит такой известный человек. С ним мы тоже потом близко сдружились. Я думаю, необходимо сказать, что все ребята были спокойные, хорошо общались друг с другом и неплохо знали игру. Хотя сказать по правде, очень многим не хватало умения водить зомби. И все, кроме меня, умели неплохо стрелять в плохих людей. И не только в плохих. Ну и, конечно же, я. Рейнджер, доктор, повар, собиратель, рыбак, портной. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. После строительства базы мы решили найти себе немного приключений. Насколько я понял, у нас был ключ от некого сейфа в городке близ Риверсайда. Так что мы сели в такси и отправились в путь. Я отошел на 2 минуты, пока мы ехали. И пропустил вот этот вот момент. Un tío, Bájate. Bájate, suelta, bájate.
¿Qué? Eso es nada. Bueno, esto no queremos hacer nada, lo dudo mucho, Yo lo quiero secuestrar y hacerle de todo. Hijo de puta, tío. Viene, cuidado, Viene, que viene, nos cuidado, atropella, nos atropella. Pon el coche, pon el coche. Paró. Я говорю, Мурю, я. Murió. Дарк Хантер оказался очень вежливым и поблагодарил щедрого незнакомца за М16. Мы набрали всякой военной одежды. Bueno, te puedo molestar. Siempre lo hablamos antes de Soy un disparar. капитан генерала Хора. Ah, ok. Va, te quote. После моего внеочередного повышения мы выдвинулись дальше. По пути к Риверсайду кубинец вспомнил, что здесь кто-то живет. Был ли он плохой человек? Не знаю, но небольшую остановку мы сделали. Довольно хладнокровную остановку, я бы сказал. Ay, bájate. Bájate. Le di. Mira, en la puerta de la sangre, ¿viste? Le digo. Me pegaron una fuga directo, vale. Попробуйте угадать, что произошло, когда мы проезжали через Риверсайд. Mira vos. Míralo ahí, un tío, bájate. Tío. ¿Cómo? Aquí, a la izquierda. No lo veo. En el espifo, donde está el espifo adentro. Murió. ¿Murió? Otro aquí más. José, Pero si no lo vi, bro, tú no lo viste, pero yo sí. Me pasó a mí. Tengo un ojo para la gente, tío. Yo no lo vi, tío, te lo juro, tío. Yo tampoco, Look. Vámonos ya. Marihuana. Marihuana. Look. Look what I have. Me encontré. This. With cannabis. Do you want? For you or for me? You can have one and then I will have other one. I think we will have enough. Okay. Go smoke here. Мы поискали сейф, вроде как не нашли его, и поехали в Риверсайд, где я немножко устал и попросил завести для меня машину. Я поехал домой и забрал одного из наших в оружейном магазине по пути обратно. Пока мы добрались до базы, остальные уже потихоньку завершали вылазку. И сказали мне готовить иголки и нитки. Товарищи вернулись, я дал им поесть и выпить. Busca la aguja y véndeme. Dame todo. Okay, you're good. Drink this to ease the pain, okay? В Project Zomboid алкоголь не только притупляет боль, но также и немного утоляет голод. Поэтому парням нужно было быть хорошо накормленными, потому что сытый персонаж быстрее восстанавливает здоровье. А мне очень не хотелось, чтобы кто-то умер, когда я начну их лечить. 3 пулевых ранения на двоих – это на 3 больше, чем мне нравится. Так что я выбрал наименее здорового и занялся лечением. Вот здесь и вступает в дело магия первой помощи в Project Zomboid. Я вылечил моих товарищей быстро и очень качественно. И по ним уже нельзя было сказать, что в них кто-то стрелял. Ну и, естественно, угостил ребят традиционной русской кухней. El ruso nos hizo una comida. Un estofado de botellas de cerveza. ¿Qué cojones, tío? Thank you, bro. Se tomó en serio lo de cereales con vodka, ¿eh? Hay que ordenar esto. No, Claro eso hay que que no, tenerlo pero ya. piensa una cosa, Ok. solo llevamos un día. Bueno, Так что мы продолжили заниматься нашими обычными делами. Я оставил персонажа читать книгу, а сам отошел от компьютера. И посмотрите, что произошло, пока меня не было.
Пока мы сидели дома и отдыхали, я решил продемонстрировать своему товарищу свои медицинские навыки. Да и тем более, все равно около нашего дома пролетал вертолет. Так что товарищ прошелся по стеклу, я вылечил его, ну а результат можете видеть у себя на экране. Нам пришла в голову идея поискать новые машины, и мы, конечно же, их нашли. Но и тут не обошлось без приключений. Мы еще не знали этого, но теперь у нас появились новые враги. Me mordieron, tío. A mí también, pero el tío está muerto. A mí también, pero el tío está muerto. Cancelación He's hemorragia, dead, viejo. he's dead. Careful. Se salvó por el zombie, le fui a disparar y el zombie me mordió, tío. A Vaya lot of suerte, zombies, tío. careful, careful guys, careful. We'll get the car, Esto por la parte de atrás, tío. Déjame poner. go for other side, okay? I will try to get the car to the home. This one. Tío, Wow. tío, aquí. Me mató, tío. Me mata, tío. Le disparé, hijo de puta. Lo voy a matar. Venga, lo tomamos por culo. Me cago en su puta madre. Ayúdame, porfa, que estoy cojo. Zombies. Estoy cojo, tío. Bueno, Me mata, no. me mata. No. Видимо, выстрел из дробовика в грудь оказался недостаточным аргументом для того, чтобы наши персонажи перестали заниматься своими привычными делами. Так что вскоре мы снова вернулись на базу. Знаете, я предлагаю сделать небольшой перерыв от моего бубнижа, поэтому оставлю вас наедине с нашим типичным геймплеем. Буквально на 3-4 минуты, чтобы вы поняли, как это было. ¿Estás bien alimentado? ¿Tienes una cona de comida verde? Voy a ¿Qué? comer todavía, ¿no? I need Pues eat, póntelo para que te hagas Cógeme el algo cono de comida porque ¿verdad? tengo la abrelata, pero tengo miedo hasta abrirlo sin Tienes una abrelata. cacerola con comida en el suelo, Cuba, creo. Tengo ahí- Necesitas hacerlo bien ahora. Obtienes algo de HP, entonces te curo, sobrevivirás. Yeah, you will die from it. 100%. We can just put everything from you that you have in primeros auxilios, okay? And you will just die naturally. And fast. And you respawn, take the weapons, and we go wherever we want. Because you will die anyways very fast. Yeah, I take everything off and kill you, okay? no problem, yes. Infectados por fiebre, heridas se te aumenta- infecta y si no te cambias el vendaje, tienes posibilidad de contraer el virus. ¿Te moriste solo? Sigil, eat the Vale, food I 25%. prepared. Don't be cabron, okay? Okay, you say me, Rus. Oh, you repaired all my body, my friend. You are the best doctor in West. Yeah. In Kentucky. Oh, I love the Do- Russian food. Do you know that if you put bleach in the food, you will not see it poisoned? Vale, sí, ya Russian, cojo we las need to cosas get the aquí. body of the motherfucker bastard, you know? Okay, bastardo. Cabron, okay. Sí, cabrón bastardo, sí. But these guys, Hunter and Rivas, always get the good weapons, and we have the fucking shit always, you know? Rebuscar in English, what's that? Finder? No. Rebuscar? See? Finder. Foraging, okay. Foraging, okay. Собирательство, окей. Bolígrafo rojo. Yeah. In Russian, the name in Russian? Ручка. Красная. Ruchka. Oh my god, now 15 minutes the server is down because the admin is getting a hand job, you know? Motherfucker. Pajero, окей. Pajero. El Yes, puto pajero, pajero, sí, my sí, sí. friend. Pajero. The best word. El tipo está descargando videos para adultos probablemente. Seguramente, sí, señor. Por Hub, por XB. Yeah. Wow.
a lot of zombies inside the boom boom shakalaka, you know? Building. Yeah. Вот, например, занимаюсь я своими делами. Ни о чем не волнуюсь. И тут... Gato. О, Ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. Lo veo, lo veo, lo veo. Where? No me creo, tío. You kill him? No. No. My weapon stuck. Dispara, hijo de puta. One die. Está aquí entre el coche, que es lado coche hay uno, que es lado coche hay uno. Me dieron, tío. Anybody needs help? No, No, yo I'm me good. dieron un mollazo, pero no sé dónde me dieron, tío. Ah, una bala, yeah. I need help, I need help. Окей, let's go in the home. Грохнули какую-то озлобленную даму, отобрали калаш, почитали ее дневник. Так что да, пришлось нам в том числе посидеть в осаде. Мы сидели на базе, занимались своими делами. Смотрели телевизор, читали книжки, качали скиллы. А там на улице с нетерпением ждали, когда мы выйдем. Мы вроде как были против, а с другой стороны, не очень-то это и мешало. Они еще долго пытались нам насолить, застать нас врасплох, своровать что-то с базы, но по итогу никто из нас так и не умер, по крайней мере от их рук. I look like Rambo. А вот они, наоборот, продолжали терять оружие и персонажей у нас на базе. So far so good. We kill them, nobody kills us. Они даже ставили будильники около наших стен, для того чтобы зомби пошли на звук будильника и сломали все-таки наши стены. I see someone dead. Yes, I kill it. Nice shot. Look, the guy. Nice shot. Nice. Ooh, my friend. A lot of luck for you. Как раз пока мы сидели дома, к нам приехал мистер Вест и согласился объединить усилия. Мы обустроили уголок радиоведущего. Через пару реальных дней нашим противникам надоело. Жизнь вернулась в обычное русло. Хотя они все равно изредка пытались нам насолить. Но уже не так часто. Juanita Banana. Yes? Yo, Juanita Banana, open the garage door, please. Juanita banana. Juanita banana. Venga, You say to me, motherfucker? Dios. Bro, this is not a corpse. This is reductor de velocidad, okay? Tú de la ciudad. Reductor de velocidad, dijo. De velocidad no me entendí, pero ¿El qué, ruso? es speed. No, Мне даже помогли обустроить свой собственный медицинский уголок. Окей, you are okay. You are not dying yet. When you will die, come here, I will make you not die. У меня даже лицензия доктора появилась. И скорая помощь, которой я не хотел пользоваться. Я стал частенько предлагать медицинскую помощь в общем чате. Наверное, я уже никогда не забуду фразу «Alguien necesita ayuda medicinal». Людей, нуждающихся в медицинской помощи, было не очень много. Все-таки заражение зомби-вирусом не лечится, а все остальное здесь можно залатать и без умения оказывать первую помощь. Но 3 интересных случая на своей небольшой практике я все-таки повидал. Первый случай казался безнадежным для моего пациента. Уже целый месяц он не мог вылечить сломанную ногу. Я выдвинулся на другой край Луисвилля, чтобы провести обследование и принять необходимые меры. Я приехал к больному на дом. Перелом до сих пор был серьезным, что меня насторожило. Но и я не был так прост. 10 уровень медицинской помощи и припарка из окопника вылечили больного, пока я жарил морковь и флексил своими поварскими навыками. Иногда я демонстрировал своим друзьям потенциал медицинской помощи. Я приглашал скептика наступить на стекло голыми ногами, вытаскивал стекло, зашивал раны, и больной снова мог бегать без всяких штрафов. Денег или каких-то важных вещей с пациентов я не брал, брал только медицинские припасы.
Да и сказать по правде, у нас все было, а вот друзья никогда не будут лишними. Возвращаясь после успешного лечения перелома на базу, я наткнулся на враждебно настроенного человека у ворот. Уехал на полчасика, потом вернулся. Но это дало повод прокачать навык стрельбы. Медицина в зомбоиде многогранна. Очень трудно быть доктором и никогда не драться, не стрелять, не строить. Доктор должен уметь все. Например, нужно прокачивать собирательство, чтобы делать припарки для лечения переломов, поскольку это единственный способ ускорить заживление. Мальва и лемонграсс – это единственный способ облегчить ОРВИ и пищевое отравление, так что без этого было не обойтись. На втором моем вызове мне согласился помочь Чарка. Ситуация была страшная, и помощь требовалась незамедлительно. Мы приехали на место, и нам навстречу вышел раненый человек. Я начал лечение и вспомнил, что забыл дома иголку. Пришлось ехать к больному на дом. Я волновался всю дорогу, дал ему обезболивающее. Однако мы все успели. Лечение прошло с небывалым успехом. Еще одна жизнь спасена. В награду я попросил нитки. Однако самое главное, мы завели еще одного друга. Хочу заметить, что на самой популярной дороге в Луисвиль построили блокпост. Вполне возможно для нападения на людей. Но мне и Чарка это больше не грозило, поскольку спасенный лично пообещал убить своего соседа, стоит ему только атаковать нас. Акап снова поблагодарил нас и удивился, что в таком плохом мире есть такие хорошие люди. Позже я написал ему в личные сообщения. Вот как-то так мы и сдружились с Чарка. Он спрашивал у меня, что значит слово «гопница». Я спрашивал у него, почему США пишется в испанском примерно как ССШШАА. Третий случай моей медицинской практики заставил меня задуматься, работает ли в условиях зомби-апокалипсиса клятва Гиппократа. Кто-то мучился от пулевого ранения в городе, где игроки не могут навредить друг другу. Ехать туда через половину карты, но работа есть работа. И вот пока я спокойно ехал, кто-то написал мне в личные сообщения. Меня уверяли, что помогать этому человеку совершенно не стоит, потому что он всем мешает. Ворует, берет все, что ему вздумается без спроса, подставляет других игроков, и проучить его в городе не получается. Мне предложили любыми методами вывести его из города, чтобы аноним мог совершить свое правосудие. Но я заметил, что это очень непростая задача, и предложил сделать иначе. Я приехал в город и встретился с неизвестным. Мое предложение было ужасным, но я отказался делать все своими руками. Я сказал приготовить еды и добавить в нее отбеливатель. Последний ужин был готов, и не было видно, что в нем есть смертельный яд. Я приехал к нарушителю спокойствия, дал ему еды и алкоголя, залатал его раны. Самое страшное было то, что именно с последнего ужина он и начал свою трапезу. А это значило, что таймер его смерти уже тикает, и мне надо удаляться как можно быстрее, чтобы меня не заподозрили. Однако план сработал как швейцарские часы. На меня сыпалась безмерная благодарность. Мне пообещали дать все, о чем я только смогу пожелать, и что эта операция достойна любых сокровищ, какие можно достать в игре. А я усиленно делал вид в общем чате, что не видел, как негодяй умер, что не понимаю, в чем дело. Выдвигал версии, что он смешал алкоголь и обезболивающее. До сих пор не знаю, правильно ли я поступил тогда, но что сделано, то сделано. Я рассказал вам множество историй, и скорее всего что-то я все равно забыл. Я думаю, что стоит подвести итог моему небольшому путешествию в испаноязычный мир. Сначала скажу об этом со стороны общения и развлечения. На испанском языке говорят 442 миллиона людей в 20 государствах, по обоим сторонам Атлантического океана. Разница в часовых поясах тоже иногда вносит свои коррективы. И мне было интересно окунуться в их повседневный досуг, услышать о разных обычаях, пообщаться с людьми из Испании, Мексики, Кубы, Венесуэлы. Возможно, мне просто повезло с командой, но я могу точно сказать,
что мне было очень весело и интересно. И в том числе было интересно вспоминать эти случаи, чтобы сделать это видео. Но стоит сказать и о том, что все это не было пустым развлечением. Я понимаю, что мне стало легче воспринимать испанский язык. Да, я еще далек от полного понимания языка и возможности поддержать любую беседу. Однако я запомнил некоторые слова и могу поддержать беседу с помощью онлайн-переводчика или словаря. Например, когда мы строили базу, мой собеседник постоянно забывал, как на английском называются гвозди. Зато я знал, что на испанском они называются clavos. Переключив язык игры на испанский и оказавшись на испанском сервере, вам так или иначе придется адаптироваться и привыкать. Запоминать названия вещей и действий, на ходу вспоминать слова и фразы в экстренных ситуациях, как было тогда, когда меня застали врасплох. Это хорошая практика для изучения языка, потому что ты общаешься с людьми. И не как когда вы ищете человека просто чтобы общаться с ним на испанском на различные темы и учить язык через простой разговор. Здесь разговоры заходят на совершенно любые темы. Касаются и игры, и реальности, и повседневных вещей. И я считаю, что для меня и для многих людей, которые хотят изучить язык, это наилучший способ сделать это. В будущем я постараюсь снова провести подобный эксперимент. Возможно, с каким-то из языков, в которых я не знаю даже самые основы. Ну и небольшой постскриптум. Для начала хочу сказать спасибо тем, кто досмотрел до этого момента. Это видео не идеальное. Например, я всегда думал, что я не картавый. Мне пришлось бороться с ленью, Sony Vegas'ом, стеснительностью и в целом неумением заниматься подобными вещами. Я мог бы сделать это видео идеальным сразу, перезаписывать все по 1000 раз, но на это мне бы понадобилось очень много времени, и скорее всего я бы в конце концов забросил идею этого видео. Поэтому это видео выходит таким, по-своему топорным и угловатым, но я решил, что в первую очередь сама по себе тема будет интересна людям. Тем более статистика канала подсказывает, что большая часть моих зрителей из испаноязычных стран и США, где испанский язык второй по популярности после английского. Поэтому я сейчас буду это все монтировать, а потом еще буду субтитры писать, представляете себе. Вот. Спасибо большое за просмотр и хорошего дня. До новых встреч. Оп-оп-оп-оп-оп. Hey. Okay, you have Slavic nickname, so now we stay in the base and drink vodka. Yes? Yeah. Yes. Чики-брики. Russo, you need to do. Чики-брики в дамке. Чики-брики в дамке. Hello. Tengo una Thank you, Russo. Do you know how many calories it has? No. It has 1,500 calories. Not bad, it's good. Eat one, you become fat. No, Eso. bajo peso. Bajo peso me puse. Y ya me lo quité ya. Tengo 80 kilos casi. 79. Oh. Oh, yes. Oh. Russian burrito, yes. Shawarma. Ulala, Burro, ulala. Full Russian. Russian burrito. Está que, ¿no? Go eat something from the fridge fast. I am cooking. Then? Un poco de You need to eat the shit for get better fish, okay? You eat the shit, I eat Russian cuisine. Very good. Pistola. Bro, you scared me a lot. I almost Sorry. shit my pants. sorry. Hello, I am Minion, bro. Human condom.
Do you want me to guess the track you were just singing? Maybe. Gopnik Yes. Макблят Мурка. Yes? Murka. Yes? I guess it right? Yes, it is. It is. Murka. Yo soy un hardbass expert. Habló el experto en hardbass.